Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня хочу начать с благодарности. Вас на канале уже больше 2000. Это огромная, колоссальная поддержка для меня, и мне безумно приятно. Оставайтесь дальше со мной, а кто не подписался, подписывайтесь, мне будет крайне приятно. Сегодня я вам покажу рецепт потрясающего феерического печенья шоколадное. Очень напоминает печенье, как в Старбаксе, но в 100 раз вкуснее, гарантирую вам. Улетают со стола со свистом, поэтому готовьте двойную и тройную порцию. Подготавливаем следующие ингредиенты. Понадобится 200 грамм горького шоколада, 60 грамм сливочного масла, 180 грамм сахара, щепотка соли, 2 яйца, 80 грамм муки. Берите любую, я взяла рисовое печенье, за счет этого у меня безглютеновое. По желанию 70 грамм орехов, у меня обжаренный фундук и пол чайной ложки разрыхлителя. Начинаем с того, что растапливаем сливочное масло вместе с шоколадом. Можно растопить сотейники с толстым дном или на водяной бане, или, как я, в микроволновке 2 минуты импульсами по 30 секунд. Если вы используете орехи, то их нужно измельчить. Предлагаю вам два способа. Первый – порубите вот так ножом. И второй способ мой любимый. Орехи перекладываем в плотный пакет зип-застежкой и сверху стучим. Можно сделать это, как и я, молоточком для отбивания мяса. Можно постучать и скалкой. Мой вам совет: слишком сильно орешки не измельчайте. Вот так выглядит шоколад с маслом через 1 минуту. Кладу дальше в микроволновку и продолжаю греть. Греть нужно импульсами, иначе у вас просто-напросто шоколад закипит. Параллельно смешиваем сахар вместе с яйцами, щепоткой, солью. Миксер нам не понадобится, все можно перемешать венчиком. Смотрите, как выглядит у меня шоколад после 2 минут подогревания в микроволновке. Разогревала, повторюсь, я импульсами. Дальше я не разогреваю. За счет того, что масло очень раскаленное и посуда у меня с толстыми стенками, я просто очень тщательно до однородности промешиваю, и тепло продолжает отдаваться от посуды. То есть обратите на это внимание, чтобы шоколад у вас, повторюсь, не закипал. То есть не обязательно разогревать сразу 2 минуты, и чтобы прям зрительно шоколад растаял. Промешивайте иногда и смотрите, может быть, этого достаточно. Перекладываем сразу горячий шоколад к яйцам вместе с сахаром и перемешиваем. Высыпаем муку и разрыхлитель. Высыпаем орешки и промешиваем. Вместо орешков также можете использовать и рубленый шоколад. На все замешивание теста я потратила ровно 5 минут. Теперь отсаживаем печенье на противень, выстеленный пергаментом. Я делаю это вот такой ложкой, диаметр примерно как грецкий орешек. Если у вас ложки такой нет, то отсаживайте 2 столовыми ложками на расстоянии друг от друга в шахматном порядке. Расстояние примерно 4-5 см. Печенье очень хорошо расплывается и поднимается. Пергамент обязательно должен быть очень качественный, к нему ничего не должно прилипать. Если вы знаете, что пергамент у вас некачественный, то поменяйте его, либо свой пергамент предварительно смажьте растительным маслом. Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 12 минут. Если вы хотите, чтобы печенье более подсушилось и было хрустящим, выпекайте 15 минут.
После того, как печенье испечется, даем ему полностью остыть, а лишь потом убираем с пергамента, чтобы не повредить его целостность. Теперь время вкусного совета. Посмотрите, два разных печенья вы наблюдаете. Слева и справа одно, а в центре другое. И все это из одного теста. Да-да, вы не расслышались. В центре немножко другое печенье. Слева и справа это та рецептура, которую даю вам изначально. А в центре я добавила на 1 столовую ложку муки больше в тесто. Печенье получается не менее вкусное, просто немножко другое по размеру, более чуть-чуть хрустящее, не так тянется, как изначальный вариант, который я вам показываю. Вот это плоское печенье получило массу похвал. Оно потрясающе вкусное. Вот я настоятельно рекомендую вам его приготовить. Буду рада, если вы напишите свой отзыв. Уверена, вам точно понравится. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам приятного аппетита. До скорой встречи.